Главная проблема B2B продаж в сложных нишах — это рутинная и кропотливая работа перед первым контактом. Когда ты или менеджер берет базу из десятков компаний, он заходит на каждый сайт, пытается понять, чем именно занимается клиент и с какими вопросами к нему лучше выходить. В итоге около 60% рабочего времени уходит не на продажи, а на ручной поиск информации. Так что давайте разберем это на примере моего агента. Это автономный ИИ-аналитик, разработанный для того, чтобы подготовить к тебя к звонку и дать всю информацию, которую ты можешь использовать при разговоре с клиентом. В этом видео мы разберем архитектуру системы и посмотрим, как агент в реальном времени анализирует сайты клиентов и формирует готовые смысловые карты для звонков. Перейдем к архитектуре. И важно понимать, что это не просто одиночный промпт к LLM, а многошаговый путь обработки данных. Да? Давайте посмотрим на шаг 1. Одни данные. Менеджер загружает файл со списком компаний, их сайтами и телефонами. Потом идет извлечение контекста. Агент заходит по указанной ссылке, сканирует ключевые страницы, продукция, каталог и так далее. Если сайт недоступен или отсутствует, агент ищет упоминания компании в интернете через открытые реестры и поисковые системы. Семантический анализ. Агент определяет отрасль. Дальше сопоставление с базой знаний. Если агент видит, что, допустим, компания разливает напитки во влажное стекло, он сопоставляет это с каплеструйным маркиратором. Если это упаковка в гибкую пленку, выбирается термотрансферный принтер. Дальше синтез ценности. На основе полученного агент формирует готовый профиль, описание, технический аргумент, допустим, почему именно этот там принтер или еще что-то, и вопросы для менеджера. Давайте посмотрим, как это выглядит. Менеджеру достаточно закинуть файл или там ссылку на сайт и нажать кнопочку «Анализировать». Обратите внимание на статусы. Зеленый означает, что сайт проанализирован, а если желтый, то сайт был недоступен, но агент нашел данные в сети. Как видим, тут написано «Сайт недоступен, использованы резервные данные ИИ». Да? Тут все сайты собираются в такой столбик. Давайте мы нажмем на один сайт, и справа открывается карточка клиента. В блоке про бизнес агент дает выжимку в 3 предложения, что производит и так далее. Хорошо, давайте вставим адекватную ссылку и проанализируем в блоке «Что предлагаем». Выведена конкретная модель оборудования с техническим обоснованием, термоструйный маркиратор. Причина для сегмента пищевая промышленность, косметика и бытовая химия. И самое главное, вопросы для звонка. Это, по сути, готовый сценарий диалога, который подводит клиента к выявлению его реальной боли. Там менеджер совершает звонок, уже подкованный знаниями о производстве клиента. А после диалога может сразу записать в заметке, почему данный подход кардинально отличается от обычной попытки применить там ChatGPT. Да? Я не пытаюсь заменить менеджера по продажам и агентам. Я убираю рутину подготовки, давая человеку точечный инструмент. Во-вторых, менеджеры группируют звонки по нишам, используют целевую аргументацию, благодаря чему конверсия из холодного звонка в демо или коммерческое предложение существенно возрастает. Вместо того, чтобы тратить полдня на сбор информации по 10 компаниям, ты за 10 минут можешь загрузить 80 контактов и с первой же минуты начать вести предметные переговоры. Смотрите, если вы развиваете B2B бизнес или автоматизируете процессы продаж и операций, проектируйте решения, исходя из реальной боли команды, а не там для галочки «У нас есть ИИ». Пишите в комментарии, какие этапы подготовки к сделкам занимают больше всего времени в вашей нише. А если ты хочешь посмотреть, как подобную архитектуру можно внедрить в твой процесс, то можешь написать мне лично. Связаться со мной напрямую в Telegram, LinkedIn, Facebook или вообще по почте, то все ссылки будут в описании. Я подробно покажу изнутри, как устроена система, и мы разберем все процессы именно твоего дела.